Этот добросердечный человек по имени Сергей утром, когда солнце только начинало подниматься над горизонтом, ехал по улицам города. Его будильник наладился на привычный цикл. Он просыпался рано, чтобы успеть выполнить свои дела и дать себе минутку тишины перед началом насыщенного дня. В этот день что-то было особенно. В воздухе витала какая-то особая атмосфера, словно весь мир дышал на него сильнее и глубже. Сергей очень любил рано вставать, потому что в такие моменты он мог подумать обо всем и сразу: о работе, о семье, о мечтах, о прошлых ошибках и добрых делах. Наступил привычный маршрут. Он проезжал мимо парка, старых зданий, за каждым уголком заметил новые детали, которые раньше проходили мимо него незаметно. Но в этот раз что-то его остановило. В самом начале улицы, возле старой деревянной скамейки, он увидел ее. Маленькую девочку Бабсинок, совсем крохотное создание, в красном платке и с рваной курткой, с большими выразительными глазами, наполненными тоской и страхом. Она сидела на скамейке, обнимая коленки руками, и все вокруг казалось ей таким чужим, холодным и безысходным. Мужчина остановился, почувствовав внутри странную дрожь и желание помочь. В его сердце тут же возникла мысль: что же здесь происходит? Почему эта малышка одна, без взрослых? Кто может оставить такую крохотную душу в таком уединении? В это мгновение он заметил, как она слегка вздрагивает, и его глаза наполнились сочувствием. Он подошел ближе, аккуратно присев на расстоянии, чтобы не напугать ее, и мягким голосом спросил: «Малышка, что случилось? Почему ты здесь одна?» Девочка посмотрела на него немного стушеванно, чуть избегая его взгляда, словно боясь, что сейчас ее кто-то уведет. В ее глазах он заметил слезы, ножи тоски и страха. Несмотря на свою взрослую строгость, Сергей почувствовал, что необходимо действовать быстро и аккуратно. Он протянул руку, чтобы погладить ее по головке, и она внезапно расплакалась сильнее, будто почувствовав, что ее кто-то понял, что она не одна в этом мире. Сергей крепко взял ее на руки, хотя внутри ощущал, что только начал разгадку этой трагедии. Там, под одеждой, он увидел ее худенький тельце и мокрый от слез личико. Он прошептал: «Не плачь, малышка. Все хорошо, я рядом, я тебя не отпущу». Он тогда понял, это было не просто случайное происшествие, а чья-то боль, оставшаяся забытым во времени. На пути домой его мысли не переставали мелькать. Он загадочно ощущал внутри, что эта девочка особенная. Что-то в ее взгляде напоминало ему о собственной дочери, о тех переживаниях, которые он сам испытал много лет назад. В течение всей дороги он строил в уме план, как помочь ей, как понять, что с ней произошло, и как вернуть ей хоть немного тепла, того, что она так давно лишена. Он понимал, что эта встреча судьбоносна. Когда Сергей добрался до дома, он заметно взволнованно позвонил горничной, которая уже давно работала у него в семье, женщине, которая заботилась о его доме и о его жизни так же, как о собственной. Она пришла, увидев глаза хозяина и его лицо, полное тревоги, сразу поняла, что случилось что-то важное. Сергей аккуратно пояснил ей все по поводу девочки, а он сам, не скрывая чувств, просил ее присмотреть за малышкой, пока он не решит, что делать дальше. Маленькая Анна, так звали девочку, впервые почувствовала истинное тепло и заботу. Она быстро привязалась к этим новым людям, потому что в их присутствии почувствовала, что ее не осудят, не бросят и не отвергнуты. Женщина, заботясь о ней, стала для девочки настоящей мамой. Кормила ее вкусным супом, рассказывала сказки перед сном, обнимала и ласково гладила ее по голове. Каждый день, проведенный под опекой и заботой, делал Анну чуть увереннее. Она становилась все более доверчивой и спокойной. Многого в ее жизни не было: ни родителей, ни дома,
несчастливых моментов, которых так ждала ее душа. Но эти дни с Сергеем и его женщиной стали для нее началом новой жизни. Она чувствовала внутри себя теплое ощущение, которое нельзя было объяснить словами, словно надежда, что все может стать лучше. Прошло несколько недель. Образ заботливого Сергея и ласковой женщины стал для Анны самым важным. Они стали для нее настоящими родителями, рядом, когда она нуждалась в поддержке. Вскоре Сергей принял решение назвать ее Анной, чтобы она всегда знала, что ее любили и ценили. Он старался сделать все, чтобы девочка не ощущала себя брошенной или потерянной. Он постоянно говорил ей: «Ты-то моя маленькая принцесса, я сделаю все, чтобы ты всегда счастлива». Однако работа требовала частых командировок. Сергей был консультантом в нескольких компаниях, и ему часто приходилось уезжать в другие города. Каждую свою поездку он ощущал как рану, ведь он оставлял ее одну дома, хотя сердце его болело за каждый раз. Поэтому он решил, если он не может постоянно находиться с ней, то хотя бы обеспечит ей спокойствие и безопасность. Он отвозил ее в детский сад, выбирал самых лучших воспитателей. Со временем между ними установилась особая связь. Не просто воспитатель и ребенок, а словно отец и дочь. Она стала для него не только заменой потерянной семьи, а самой важной частью его жизни. Он чувствовал, что создал в ней ту любовь, которой у него самого так давно не было. Они вместе рисовали, читали книги, гуляли в парке, и каждый раз он говорил ей, что она его самая драгоценная награда. Прошли годы. Анна росла. Ее маленькое сердце наполнял добром и искренней благодарностью. У нее появились свои мечты — стать архитектором. И она делала все, чтобы добиться этого. На ее пути было много препятствий, трудностей и испытаний. Но она искренне верила, что все обязательно получится. Сергей все время был рядом, поддерживал и вдохновлял ее. Когда она закончила школу и поступила в университет, он радовался как никогда раньше. Он гордился ее успехами, потому что понимал, все это заслуга ее труда и ее собственной силы, а также поддержки, которую он ей давал с самого начала. Он иногда вспоминал их первые встречи на скамейке и тому, как его сердце трепетало при виде ее первых рисунков, первых попыток говорить о своей мечте. Он все время напоминал ей, что она — его крупнейшее достижение и самое большое счастье. Все эти годы Сергей продолжал делать все возможное, чтобы она чувствовала себя любимой и защищенной. Вдохновленные их общими мечтами, они вместе строили планы на будущее. Анна выросла, стала очень умной, талантливой и независимой молодой женщиной. Но, несмотря на все успехи, она всегда помнила о том, что ее связывает с Сергеем, самый главный человек в ее жизни. Наступил особенный день, ее 18-й день рождения. Он был наполнен теплом, любовью и особой трогательностью. В этот день она решила сделать для своего папы сюрприз, показать ему дом, который она для него построила. Когда Сергей вышел из машины и увидел это величественное здание, его сердце забилось быстрее. Над ним возвышался просторный особняк, окруженный ухоженным садом, с окнами, сверкающими на солнце, и уютной верандой. Дочь взяла его за руку и с гордостью сказала: «Папа, это твой новый дом. Я построила его специально для тебя, потому что ты всегда был для меня настоящим героем и опорой. За все те годы заботы и любви. Я хочу поблагодарить тебя так. Ты — самый добрый и сильный человек, которого я знаю». Сергей был ошарашен. Он посмотрел на свою дочь и ощутил внутри себя невероятную волну эмоций. В его глазах выступили слезы, и он с трепетом и слезами обнял ее. Все в этой жизни вдруг стало ясно. Это его настоящее наследие, его счастье,
его смысл. Он понял, что именно благодаря ее любви, заботе и вере в лучшее он смог одолеть все трудности. И теперь его сердце полно благодарности и любви к этой замечательной девочке, которая стала для него всем. Весь их будущее было наполнено надеждой и уверенностью. Сергею эта история показала, что даже в самые трудные времена есть сила доброты, любви и искреннего человека, способного изменить судьбу, его собственного и чужих сердец. И, дорогие зрители, что вы думаете о такой истории? Может быть, она вас тронула до глубины души или напомнила о чем-то очень важном для вас? Пожалуйста, расскажите в комментариях. Если эта история вам понравилась, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и делитесь этим видео с друзьями. Вдохновляйтесь и делайте этот мир лучше.